testataan paikallista kahvia, joka on erinomaista ainakin tässä paikassa. Muista tilaa kanava, tykkää ja nauti pietaralaisesta kahvista, kunnon kahvista, kun tuut Pietariin. В Питере очень ценят все финские товары. И просто люди привозили и продавали с наценкой в 100, в 200%. Да. То есть нету рецепта кофе правильного. У меня ребята, которые работают, они в день получают вот такой секрет. У меня даже жена не знает, как расшифровывается. Да. Поэтому здесь у людей больше денег, а мне же надо зарабатывать. Ну, это все легко. Это когда есть желание, если хочется делать, то оно все легко и быстро делается. И уехать жить в Таиланд. Puhtamaki написано. Да, видел. Это финская компания. И они получают за 12 часов работы. Pietarin lähiössä ja testataan paikallista kahvia, joka on erinomaista. Вот, кстати, а в Финляндии тоже есть то, что 7-й кофе в подарок? У нас все почти... Некоторые... Да не обязательно. Просто, Сергей, кофе с собой. Вот. Просто кофе с собой делаем. Mä rakastan pietarilaista kahvia. Se on kyllä hyvä. Moi kaikki, tässä on Egan Russia ja tässä jaksossa me tsekataan mun mielestä Pietarin paras kahvila. Ei välttämättä kahvila, vaan paras kahvi. Ja se onneksi löytyy mun huudelta tässä mun naapurustossa, missä Pietarissa asustelen. Se on ihan mun naapurissa ja Pietarissa on valtavasti hyviä kahvipaikkoja. Niitä on mielin määrin. Hyvää kahvia tehdään. Se ei ole sellaista suodatin kahvikulttuuria, vaan tehdään kupeittain. Tykkää kanavasta, tilaa kanava, tykkää videosta ja kommentoi alas, mikä on sun mielestä paras kahvi Venäjällä versus Suomi. Mennään. Tsekataan ensin kuvauslupa. Ну вот, здравствуйте. Здравствуйте. Я рассказал, что у меня тут самая любимая кафешка прямо рядом с моим домом, где я живу. Это у вас тут. Кофе офигенное, так что подумал, засниму. И... Конечно, без проблем. Сергей меня зовут. Да не обязательно, просто Сергей. Кофе с собой. Вот. Просто кофе с собой делаем. А легко в России начинать свой бизнес? Это очень все быстро. Там немножко документов собираешь, относишь там рядом с домом в центр специальный, юридический. Тебе все это делают. И там в течение 30 дней выдают разрешение, и ты занимаешься, и все. Это ваше первое место? Или Нет, уже все? у меня уже 5 точек. А где они все? Все в этом районе. ПФЮ, кофе, они все по-разному называются. Где-то есть кофеломка. Да. В переводе это, получается, я не знаю как. Тут игра слов. В кофеломке, то есть это как, сюда, да? То есть и разные имена? Везде разные имена, да. Где-то кофеломка, где-то там tropical кофе на коменде у нас. Все там от дизайна зависит. А здесь мы просто с другом, я решил его тоже сюда позвать. Как надо? PFU. PFU. Я не могу рассказать, почему это так называется, потому что когда у нас будет большая сеть, я не хочу, чтобы... я хочу, чтобы все пытались угадать, что означает это название. Потому что мы с другом вместе 2 года назад придумали это название. И вот такой секрет. У меня даже жена не знает, как расшифровывается, да. В Приморском районе, на Комендантском, на Королева, вот здесь вот в пешей доступности, на Туристской. А почему именно Коменде вы решили? А я вырос в этом районе, я здесь в школу ходил, всегда очень люблю этот район, мне здесь нравится. Я сам вот из Филиппа, но я считаю, что именно тоже тут этот район, это мое, я чувствую это себя. Приморский район, Северный Питер, но это не просто так, это же, потому что здесь просто уровень жизни повыше, чем в других районах. Здесь самая дорогая недвижимость, кроме... Не, проспект Большевиков, там не очень качественная жизнь. Вот, наверное, в каждом городе есть такие места, как Большевиков. А здесь отлично, да. Поэтому здесь у людей больше денег, а мне же надо зарабатывать. Поэтому в этом районе открылись. Сейчас в планах просто в каждом новом ЖК открывать точки. Надо открывать 2 в год. Ой, я еще когда в университете учился, я официантом работал, мне там все рассказали, показали. И с тех пор я всегда хотел открыть, и потом сыграл свадьбу, с женой нам денег подарили, и я открыл первую точку. Сколько денег стоит открыть бизнес? Спрашивал. Сейчас вот такой 10 000 евро. Вот это вот все вместе с ремонтом, с оборудованием 10 000 евро.
И с налогами, с арендой на 3 месяца. То есть там все учтено. Поэтому, 10 тысяч евро это у меня вышло, а так, чуть подороже получится. Я потому что там где-то сэкономил лишний раз, потому что уже опыт есть немножко. А так было бы чуть подороже. Это все легко. Это когда есть желание, если хочется делать, то оно все легко и быстро делается. Когда есть желание. Культура питья кофе в России, она очень сильно отстает от остального мира, от развитого мира, я имею в виду. Вот. Я согласен, потому что у нас люди еще не готовы пока что в большинстве своем принимать какие-то правильные кофейные напитки, которые сейчас модны. То есть, всегда до России большинство трендов доходит с опозданием. И да, у нас пьют кофе, пьют много, но сама культура питья этого кофе, она напрочь отсутствует, потому что люди не очень хорошо разбираются в кофе, а это все потому, что это очень большой бизнес, очень много конкуренции, и многие пытаются экономить и дают людям некачественный продукт. И большинство людей привыкли к некачественному продукту, и они уже воспринимают его как норму. И когда ты им даешь что-то необычное, что-то очень вкусное или хорошее, но оно же стоит дороже, а тут они начинают смотреть на деньги. И в большинстве случаев люди не готовы переплачивать за качество, не потому что им жалко, а потому что они не видят смысла в этом. И их до этого кормили, поили невкусным кофе. И их это устраивало, они просто привыкли. А когда ты им... Я здесь даже на этой точке конкретно пытался сделать альтернативную заварку кофе, то есть у меня там воронка стоит, там порция кофе получается 250 рублей, 300 миллилитров. Дороже? Да, дороже, потому что если мы на кофемашине варим, то такой же кофе, грубо говоря, там просто черный кофе, как американо, 100 рублей стоит, 1,5 евро, то здесь уже 250 рублей получается порция кофе. Но никому это не нужно. То есть несколько людей пришло, попробовало, кто разбирается. Они есть такие люди, но их очень мало. А для меня это все равно большие затраты, потому что чтобы мне давать качественный напиток, мне надо постоянно заказывать свежий кофе. А я же не могу заказать 100 грамм кофе, и он у меня портится, я выкидываю. Нет возможности в данном месте давать людям какие-то такие напитки классные. В Питере, на самом деле, сейчас цены поднялись. Я думаю, что в районе 150 рублей уже дошло до среднего напитка, потому что я по конкурентам хожу, смотрю. То есть здесь конкретно, если мы вокруг посмотрим, здесь все пытаются сделать цены ниже. У меня на других точках везде цены выше, здесь самые низкие цены. Таких цен, как здесь, нигде у меня нету. Да, у вас выгодно это. С качеством тем более еще. Это чтобы привлечь людей, пока что, потому что, не скоро. Поднять можно, но не надо. Зачем поднимать, если люди и так будут пить? Я лучше открою побольше точек и буду, не 100 рублей с точки зарабатывать, а 80, просто побольше точек и все. Задача просто, чтобы у людей была привычка ходить именно ко мне. Но если у метро же, там, где большой поток людей, они делают специально дешево кофе, потому что там, очень много людей заходит, и они могут продавать дешевле. Здесь же ценник зависит не от меня, а от покупателей, которые ко мне заходят. Чем больше людей ходит, тем дешевле я могу продавать. Какое самое популярное кофе в Питере? В Питере капучино, конечно. Все пьют капучино. Просто, кстати, с сахаром кофе очень редко пьют. Да, вчера пришли мужики ко мне какие-то, заказали кофе. Я у них спросил, надо ли им добавить сахара. Они такие, да, обязательно надо. Кто-нибудь пьет кофе без сахара? То есть они прям, не очень разбираются. И я задумался, и вчера прям посмотрел и по программе, и по списанию, в принципе, и вспомнил, как люди очень редко пьют с сахаром. То есть 10% только пьют кофе с сахаром. Не добавляю, я тоже никогда не беру, вы спрашиваете. Всегда спрашиваете. Сахар, сироп, корица, так спрашиваю. Спрашивают еще теплое или холодное? Да. В Финляндии это всегда холодное. Редко, что теплое. На самом деле это правильно, потому что человек, когда приходит, он должен сам, мне кажется, он должен сам правильно заказ говорить. То есть, хочу американо с горячим молоком и 2 сахарами. А в капучино почему, я спрашиваю, надо сахар или не надо? Потому что если ты сделаешь капучино, а сверху на пенку насыпешь сахар, весь сахар же останется в пенке, он же вниз туда, не до конца упадет, и потом будет на зубах
скрести. А в американо, ну, не так важно, можно хоть потом добавить, хоть сразу. Вот. А горячее, холодное... Я люблю американо. А у вас в Финляндии лед предлагают в американо добавить? Не, ну там некоторые, в Финляндии мало больших сетей и мало таких маленьких кафешек. Они все, типа, киоски продают тут, готовые, как мы говорили, разливное или как это. Да, вендинговые аппараты, да, какие-то стоят. Да, или еще. просто большой бак, как сказать, бак наливает кофе, Да, приходишь понял. и пьешь, и потом, когда заканчивается, они дополняют все время. И объем большой, объем этот поток большой, что каждый финн, ну вы знаете, финны пьют больше всего. Да. Ну, я вот очень люблю вот этот вот кофе, как, ну, вот в баке, когда просто налит. Черный кофе – это самый мой любимый кофе, который... Да, Ну, американо. в Финляндии, наверное, налоги большие. Налоги большие, ну причины знаем, да. Ну да. налоги, И зарплату надо платить побольше, потому что у нас, ну, мне, конечно, ну, наверное, даже стыдно это говорить на камеру, но вот у меня ребята, которые работают, они в день получают 2000 рублей. И это считается высокая зарплата для бариста. Хотя, ну это же смешно, это сколько в евро у нас получается? 25 евро они получают за 12 часов работы. Ну и это считается высокая заработная плата среди барист, поэтому, ну, на этом расходы небольшие. Поэтому и ценник ниже на кофе, вот и все. Финляндию я через Финляндию, ну у меня там знакомые есть, оборудование заказывал, возил. Разные. Ну и общались тоже на тему кофе. Конечно, в этом плане люди подкованные прямо там. И у меня сложилось впечатление, что там даже каждый человек, вот, ну, на улице подойди, он разбирается в кофе. Он там, ну, может ответить, какой сорт кофе он любит, что-то конкретное назвать. Не просто там арабику какую-то именно, из какой страны, там, какой обжарки и так далее. Это круто. Я очень хочу, чтобы у нас так же было. Паулик. Но весь кофе, который продается в магазинах, его нельзя в таких местах использовать. Потому что здесь у нас кофе жарят, ну, отдельно. То есть есть ребята, потому что вот этот кофе, который у меня сейчас в кофемолке, его пожарили 2 недели назад, то есть он прям свежий-свежий. Кофе, который продается в магазинах, да, он хороший, его можно пить дома, но сюда его нельзя использовать, там много разных причин. Включая ароматизаторы, которые, кстати, добавляют в кофе. Не знаю, как в Паулик, но вот в Лаваце есть ароматизаторы, и потом кофемолка перестает работать. Можно то, что всегда заказываю. Оли капучино большой, какой, средний, кажется, наберет всегда. Среднего объема капучино. Да, капучино. Самое популярное кофе в России. Капучино, и я много американо пил тоже сегодня. Давайте тогда мне тоже капучино. Тоже. Без всего. Без всего? А мне большой объем. Сделаем. Оли средний. Примерно есть такая? Вы так всегда проходите? Да, ну, сделано, чтобы не ходили курить постоянно. Нет, она должна быть крепкая, поэтому... Eli siis kahvi on suunnilleen, кофе тут стоит 100 где-то, да? 100 с чем-то. Большая 140. 130, нет, 130, 130 да, ruplaa. 110-130 ruplaa maksaa kahvi, espresso, kahvi, cappuccino. Espresso 60-60 eli alle euron. Latte sama hintasta kaikki, sellaista päälle euro. Täällä on vähän edullisemmat hinnat hänellä. Дополнительно все потом, да? Типа сиропpi maksaa niinku 15 сентtiä. Maidosta tulee lisähintaa. Дополнительно стоит молоко, правда, в России всегда? Нет, если мы, молоко растительное дополнительно стоит, а там в латте, в капучино... Да, понятно, да, но в американо. А в американо, да, 20 рублей. То же самое, вот кетчуп, все такое в России, все дополнительно. Да. А давайте подождите, пока вы тут. На самом деле, тот, кто разбирается в кофе, он может потом сказать, что я, ошибки допускаю в приготовлении, потому что, так обычно не делают, как делаю я. Но я делаю так, как мне больше нравится и как людям нравится. Нету рецепта кофе правильного. Skål.
Сколько у вас клиентов в день примерно, если не секреты, то есть? Нет, это никакой не секрет. Здесь пока что не так много, здесь 50-60 человек. Ага. Вот. Вообще надо около 100 человек. Чтобы Будет, было будет. хорошо. Сейчас еще не все переехали, правда? Конечно, тут еще... Точнее, переехали, пустые но не все знают о всех магазинчики только открываются, еще свободные места есть. Конечно. Все со временем приходит. Уже 5. Но надо больше, надо хотя бы 15. И уехать жить в Таиланд. Ну это же просто цель. Нужна же мотивация, ради чего это все делать. Ага. Ну, в любом случае... Надо больше. Ну, и все. У нас недавно модные стали вот такие вот крышки. У вас Да. где делают такие? Их нету. Используют? Раз покажите. Покажите, вот в Финляндии Я нету сейчас такого. покажу Хоть функционал. вы знаете Huhtamäki? Видели Huhtamäki крышки? Я... Huhtamäki написано. Да, видел. Это финская компания. Да, я видел. Они, кстати, из такого же материала делаются, из глянцевого, я их видел. Вот. А здесь, да, вон у нас модные крышки с такой, чтобы можно было закрыть, убрать, Да, потом, офигенно. чтобы она не мешала. И вот тут для трубочки она протыкается, и супер. сюда трубочка вставляется. Да, это удобно. Очень. Недавно стало у нас модно. Suomeen on saatava tällaiset uudet kannet, missä siis pystyy laittamaan tällaisella jutskalla, irrottaa, laittaa kiinni väliaikaisesti, niin pysyy lämpimänä. А на самом деле много, не знаю, в Питере очень ценят все финские товары. Сколько магазинов, особенно раньше было очень много магазинов финских товаров. И просто люди привозили и продавали с наценкой в 100, в 200%. Да. То есть сыр у вас покупали в ферри. Я не знаю почему, у меня даже мама, Финский когда я ферри. был маленький, да, мама ездила в Финляндию на автобусе, я еще ночью лежал, ждал, вот сегодня должна приехать мама, и она привезет много вкусняшек всяких. Там мармеладки, конфетки. Я всю ночь лежал, ждал, когда она приедет. Там же они ночью уезжают, днем по магазинам ходят в Финляндии и ночью обратно. Да. И вот мама приезжала, всегда кучу вещей привозила. И Скоро по-новому так. дай бог, да, потому что я очень много ездил в Финляндию в детстве, постоянно на Рождество, с семьей, там, с друзьями ездили. А у меня такой вопрос, а рыбалку любят финны? Любят. А это У правда? каждого коттеджа есть, и они вот там рыбачат. И... А такой вопрос. Мне просто рассказывал один тоже человек в Финляндии, что такая рыба, как щука, вообще не ценится в Финляндии. То есть ее там чуть ли не, если видят, что клюнула щука, там леску отрезают, чтобы ее не трогать лишь. Давай-ка попросим, чтобы в комментариях сказали Да, рыбаки, точно. или jos oot kalastaja, niin mikä? Я должен узнать, что щука на финском сначала. Вот так разбираюсь, то есть. Muista tilaa kanava, tykkää ja nauti pietarilaisesta kahvista, kunnon kahvista, kun tuut Pietariin. Так, сейчас я наложу. А тут классная шутка. Лучше, чем наш капучино, только Аль Пачино. Parempaa kuin meidän cappuccino on ainoastaan Al Pacino. Да, это мой напарник. Это хорошая шутка. Сидел, скучно было. А вот воду в бутылках, вот эту вот, то, что стоит, ее можно продавать, но по анализам воды она очень плохая. Да? Да, это не одна из знал. самых плохих минералов. Но люди пьют Ну, ее. я пью сам ее. Я тоже ее пью, но по анализам она... Окей, eli Venäjällä ei saa myydä kraanaa. Ну я... А есть, тут, знаете, что в Финляндии развито, очень популярно вот это каурамайто называется. Каурамайто это то есть молоко, которое... Соя. немножко Пшеничное пшеничное молоко. Очень Да. популярно стало. Что вы думаете об этом? Что в России почти нету. Финский бренд продает в призме. Я думаю, что я не люблю такое молоко, я пробовал. У меня иногда спрашивали,
Потому что есть несколько брендов, которые делают пшеничное молоко у нас. Я даже заказывал, и оно, ну, я его вот беру коробку, литр там, открываю, один человек раз в неделю зайдет, а оно уже портится. Да, портится, да. И я его выкидываю, поэтому мне нет смысла его продавать. У нас вот все Альпро используют. Вот, но это все соевое молоко с добавлением... Soijamaito on suosittu, karmaito ei ole yhtään. Ja вот. Или овсяное молоко тоже иногда пьют. Ну, так. У некоторых, да, 6-я, 7-я, у кого-то просто... Некоторые, кто входит в сеть S-группы, как Призма, вот, и тут, они вот, ну, получают S-бонусы, но тут в России очень большие проценты с бонусами. Очень быстро получаешь деньги или 10%, и ты на следующий день можно использовать. В Финляндии такого нету, там жди месяц, потом придет, и summa маленькая. Näin me saadaan siis bonukset sisään, ja me saadaan ihan siis rahaa tilille. 10% это или сколько? Нет, у нас 7-й кофе в В подарок. таком, да. И вот сейчас один из них уже будет в подарок. А можно не тратить ее потом? Без проблем. Потом. 240 рублей. 2 isoa cappuccino. 240 или 240 ruplaa, se on niinku 2,5 euroa. Спасибо вам. Хорошего дня. Nice to meet you. Каускотовато. Отлично. Вот и все. Отлично. Ja näin, saatiin kahvit, maistetaan tästä. Mä rakastan pietarilaista kahvia, se on kyllä hyvä.